Из Большого Алматинского ущелья, от входа в ущелье Кумбельсу, ходили на пик юный геолог высотой 3200 метров над уровнем моря. Вошли в ущелье Кумбельсу, затем повернули налево по ходу движения на северо-восток и пошли в сторону перевала Терешковой. Путь к перевалу Терешковой идет вдоль русла ручья, стекающего с перевала. За 4,5 километра надо набрать больше километра высоты. Справа от перевала Терешковой виден пик Терешковой. После того, как поднялись на перевал, повернули налево и по хребту Терес-Бутак пошли в сторону Югэ. Примерно через 7 километров поднялись на пик юный геолог. С вершины открывается красивая круговая панорама на город, на окружающие пики и, конечно же, на Большое Алматинское озеро. А это весь маршрут и вид на пик юный геолог со стороны БАО. Ущелье Кумбельсу. Сейчас в него входим, но идем не по самому ущелью, не по дну ущелья, а вот обходим по тропе, прижим. Сворачиваем из ущелья Кумбельсу в отчелок, который ведет на перевал Терешковой. Внизу труднопроходимое, селеопасное ущелье Кумбельсу. Иван-чай отцвел уже. Идем все в пуху. Оползень малахитового цвета. Здесь не только само ущелье покрыто оползнями Кумбельсу, но и боковые. Вдали перевал Терешковой, сам пик Терешковой. Идем на перевал Терешковой, а в обратную сторону виден БАП, Гаиш, космостанция, Турист, Туран и Яв, Крошка. Здесь, чтобы не идти через Арчевники, буераки всякие, надо спуститься к ручью. И то по левому, то по правому берегу его идти до развилки. После спуска вдоль ручья идет вполне приемлемая тропа. Вот недолго идти. Метров 500, наверное. Через 3 примерно километра развилка. Ручей вправо уходит, мы влево. Виден перевал. Здесь обязательно надо запастись водой. Озеро еще лучше видно. Большое Алматинское. Сейчас там, наверное, уже толпы людей. Шлагбаум сняли, все вперед. Впереди перевал. Уже не так далеко. Позади БАО. После подъема на перевал мы повернем налево, идем вдоль этих скал, потом вот так вот вдоль этого гребня, потом по самому гребню. Саму гору здесь не видно, гора там на севере, Югэ. Здесь идет такая классическая тропа на перевал, легкая спуха, и вон он впереди. Все такой же недосягаемый. Ну все, уже совсем близко перевал. Уже в пределах досягаемости. Осталось чуть-чуть.
Выход на перевал Терешковой Валентины. Все, мы на перевале. Мы на перевале Терешковой. Мы на перевале Терешковой. Прошли 4,5 км за 4 часа. Здесь высота 3220. Направо пик Терешковой. Вдали виден перевал Трапеция. Оттуда тоже есть маршрут на ЮГ. Он подлиннее. Виден наш оставшийся путь. И гора Юный геолог. После перевала на пути такие скальники, но все проходимо, ничего такого сложного, опасного нет. Все, закончились скалы. Вот здесь мы прошли вот так и сюда вышли. Пик Терешковой. Теперь выходим на гребень и идем на ЮГ, оставшуюся часть пути. Траверсируем гребень. Здесь идти очень удобно. Юный геолог. Осталось нам совсем недалеко, около километра. Сейчас поднимемся на эту гору и пройдем еще немножко и поднимемся на Юный геолог. А вон он вдали на севере. Но мы на вершине, которая высотой 3273 метра. То есть она выше Юного геолога. С этой вершины до Юного геолога еще метров 700. С потерей высоты около сотни метров и с последующим набором еще 100 метров. Спустились на седловину между вершиной 3273 и Юным геологом. Потеряли метров 100. Сейчас еще метров 100 наберем и поднимемся. Последние метры. Выходим на пик. Юный геолог. Виден тур, сложенный на ней. Юный геолог. На севере Алматы. Речка поднимается. Осталось совсем чуть-чуть. Мы на горе Юный геолог. Прошли расстояние 6,8 километра за 6 часов 15 минут. Высота 3227. Почти как на карте. На вершине установлена табличка с указанием высоты 3200 метров. Ну так и есть. На юге БАО, вереницы машин, поднимающихся и спускающихся с него. Пик Озерный, Советов, Молодежка и так далее. Гора 3273, которая выше Юного геолога. И наш путь с перевала здесь виден. Друзья, а с каких еще вершин видно Большое Алматинское озеро? Если знаете, напишите в комментариях. На фото несколько примеров этих вершин. Внизу город, Кокжайляу видно, щели Казачки, Комсомола выглядывает, пик Талгар. Возвращаемся назад. Спустились с Юного геолога, поднялись на гору 3273, 3270. Тоже красивый вид. Видно ущелье Кумбельсу, чуть ли не отвесно падающая там река. Это после Селя. Ну, раньше я помню, как-то покруче он казался этот. Казался прям водопадом настоящим. Тоже видно озеро. Последние метры перед обедом.
Желудки пустые. На горе 3270. У нас обед. Куриные отбивные, цельнозерновой хлеб, брынза, помидорки, бутики с баклажанами и перцем. На сладкое заварные пирожные домашнего приготовления. Иришка сделала. Заканчивается наш поход. Ну что сказать, маршрут не очень длинный, всего около 7 км, но такой трудозатратный. Все-таки тропа плохо натоптанная, приходится идти много по осыпям и местами по скалам, хоть и простым. Поэтому, если пойдете, выходите пораньше, часов в 6 утра. Ну, если ходите особенно не очень быстро. Всем пока. До новых встреч в горах.